На первый взгляд, вороны у нас всегда на виду. На второй взгляд, это не всегда вороны. На самом деле, нам встречается многочисленная команда семейства врановых или вороновых, которых около 120 видов. Самые известные представители – ворон, ворона, сорока, сойка, галка, грач. Самый крупный из них – это ворон, который, кстати, не является мужем вороны. Ворон и ворона – это разные виды птиц. У всех птиц на планете есть свои удивительные особенности и приемы выживания. Однако врановые обладают особой организацией ума. Некоторые используют инструменты, умеют анализировать новую ситуацию и прогнозировать цепочку своих действий. Об этом поговорим подробнее в другом выпуске. А сегодня понаблюдаем, как ведут себя эти умные и дерзкие птицы с животными и людьми. Квартирный или жилищный вопрос актуален для всех живых существ. Врановые четко осознают, что место расположения гнезда – это важно, но не менее значима окружающая территория, поскольку это сфера питания, безопасности, а значит выживания. Например, вороны строят свои гнезда на расстоянии от 1 до 5 километров от других пар. А вороны обитают более кучно, особенно если это городская часть, в которой они прекрасно адаптировались. И вопросы охраны территории часто решают коллективно. В этом деле в ход идет хитрость, напористость и метод 1000 малых атак. Самые привычные для нас картины – это стычки врановых с кошками и собаками. Ворона практически никогда не идет в лобовую атаку. Действует всегда из-под-тишка, украдкой. Причем коты и собаки чаще всего не имеют к воронам интереса. Но большой интерес к ним имеют вороны. Вот когда хочется назвать их забияками и задирами. Для вороны любое животное – это конкурент на кормовую базу. Ворона знает, что сейчас кот отдыхает, но потом-то он начнет потреблять пищевой ресурс в ближайшем мусорном баке. Прогнозируя эти неприятные события, она начинает действовать заблаговременно. По ее мнению, хвост – это самый безопасный участок кота или другого существа, который можно клюнуть, но успеть улететь от когтей и зубов. Этим ворона и занимается, надеясь вызвать неудобство, раздражение или страх у предполагаемого конкурента на еду и желание покинуть территорию. Часто подобные акты устрашения производятся в паре или целыми семействами. С не меньшим азартом вороны нападают на крыс, мышей, хвосты которых привлекают как самый неопасный участок воздействия. Даже получая отпор, ворона не теряется и продолжает стоять на своем. И где-то на краю сознания предполагает, что этот чужак может сам стать вороньей пищей. Не являются исключением и змеи. Ворона не терпит их присутствия и старается прогнать. Чужаком считается любая крупная птица,
даже хищная. Ворона обязательно заявит о себе, даже без надежды на успех. Будет терпеливо и долго донимать птицу, сообщая, что ее присутствие здесь нежелательно. Большую тревогу у врановых вызывают соколы, ястребы, орлы, коршуны. Эти охотники часто разоряют гнезда врановых, уничтожая яйца и птенцов. Удивительно то, что приближаться к этим хищникам опасно, так как ворона в любой момент сама может стать их добычей. И тем не менее дерзкий вороний нрав берет верх над страхом. Изгнание хищника всегда происходит с конкретной территории, но часто продолжается еще и в воздухе до тех пор, пока врановые не удалят пришельца с той местности, которую считают своей, имеют рядом гнездо или источник питания. Подобные сражения происходят часто, но люди их редко замечают. А дерзость и смелость врановых в подобных сражениях поражают решимостью и упорством. Наблюдая за врановыми, непросто найти грань между защитой, игрой, любопытством и бесцеремонной наглостью, по человеческим понятиям. Эти умные птицы умеют добиваться цели в самых неожиданных ситуациях. Часто они выщипывают пух у других животных для утепления своего гнезда. Дразнят очень крупных животных, пытаясь отнять у них пищу. Излюбленный прием – работать в паре. Когда одна птица отвлекает, а другая в этот момент выхватывает еду. Это выглядит издевательски, но срабатывает практически всегда в пользу нахальной парочки. Ворона имеет крепкий клюв и может нанести ощутимый удар. Мало того, эти птицы всеядны. Большинство животных имеют границы обитания, связанные с погодой, растительностью и другими природными факторами. А врановые научились жить в разных природных зонах, питаясь растительной и животной пищей. Эти птицы обладают мощным иммунитетом, могут питаться падалью. Поэтому выживают там, где другие не смогут. Известны случаи, когда вороны помогают охотиться волкам, наводя их на объект охоты. Вороны ждут, пока насытятся волки, и приступают к трапезе после них. Этим врановые отличаются от многих птиц. Они любопытно изучают происходящее вокруг них и умеют свои наблюдения связывать в логические цепочки. Их можно назвать хищными. Помимо мышей, лягушек, ящериц, черепах, крабов, змей, врановые при случае воруют яйца и птенцов в чужих гнездах. Ловят цыплят, забивают голубей. Достается от них и кроликам, и зайчатам, и бельчатам. Но часто достается и самим врановым друг от друга. Эти забияки нередко вступают в споры и драки.
традиционно конкурируют за место под солнцем. И тогда шум и гам слышен на всю округу, пока кто-то не победит. А теперь мы подошли к страничке «Отношения врановых и людей». Ученые утверждают, что врановые появились на Земле около 8 миллионов лет назад. Следовать за поселениями людей, где всегда есть чем поживиться, начали около 30 тысяч лет назад. Об этом подтверждают раскопки. Как люди наблюдали за воронами, так и вороны наблюдали за людьми. Это происходит по сей день. Врановые запоминают внешность людей, логику наших поступков, могут проявлять преданную дружбу, но и надолго запоминают человеческую агрессию или обман. Передают эту весть друг другу и могут долгие годы коллективно преследовать обидчика. Так случается, когда весной и летом в парках появляются слетки, птенцы, выпавшие или слетевшие из гнезда раньше срока. Тогда люди пытаются поднять птенца, чтобы спасти. Но в это время за людьми наблюдают птицы, родители или целая стайка ворон. Действия человека расцениваются как нападение на птенца. В дальнейшем этому человеку вороны могут мстить не один год, пытаясь клюнуть, кинуть ветку или камень, поднимают шум и преследуют его, поэтому слетков лучше не трогать. В любой ситуации человеку лучше изучать законы природы, чтобы не навредить ни себе, ни пернатым, живущим рядом.